Так, я продолжаю тестировать свою расточную головку. И, как я раньше говорил, можно растачивать отверстия и от 6 миллиметров и меньше. В данном случае через переходник у меня установлен расточной резец на 3 миллиметра. Отверстие здесь 3 миллиметра. И буду растачивать вот такие очень маленькие подшипники 6 на 2 и с внутренним диаметром 3. Растачивать лучше всего. Практика показала, что зажимной винт использовать не надо на каждом проходе. Достаточно просто выставлять на нужную глубину. Не очень хорошо видно разметку, физически она маленькая, и нужно каждый раз наклоняться, либо использовать увеличительное стекло, чтобы видеть разметку. И из-за этого часто бывают промахи по размерам, хотя в целом можно обходиться и ей. Поэтому лучший способ — это, как и прежде, использовать индикатор часового типа на каждом проходе и без поджатия стопорного винта. Просто как на станке вращаю винт и все. В данном случае сейчас хочу настроить смещение на 0,2 мм. Стартовая величина 3 мм. Мне нужно сейчас расточить текущее отверстие до 4 мм. Здесь индикатора не видно, но ровно 0,2 выставлено, и могу делать проход. Вот и все приготовления. Еще один момент, который я выяснил в процессе тестирования и эксплуатации этой расточной головки, что расточной резец фиксируется жестко на заданной высоте всегда, и сама головка, когда навинчивается на шпиндель, она не имеет никаких других положений, кроме этого по высоте. Поэтому я сейчас могу снять эту головку, например, провести какие-то другие операции. Если я сохраню данные на линейке о текущей высоте, то я могу просто навинтить эту расточную головку назад и продолжить с этого же места работу, как ни в чем не бывало. Тоже очень хорошее свойство. Повторяемость инструмента. Ну вот, я расточил отверстие и уже вставил подшипник. Никаких проблем нету с попаданием даже при отсутствии нужных измерительных инструментов под такие небольшие диаметры. Но еще хочу про одну особенность сказать. Сейчас видно, что головка смещена на определенное расстояние, соответствующее 6 мм расточенного отверстия. И теперь у меня есть второе отверстие со стартовым диаметром в 3 мм, который мне тоже надо расточить под точно такой же подшипник. Повторяемость инструмента хороша тем, что я сейчас устанавливаю вот эту головку, устанавливаю индикатор часового типа и просто возвращаю назад, отмеривая расстояние по показаниям индикатора, и точно попадаю в нужный размер на люфт. И это 3 мм. Итак, сейчас можно проверить легко, насколько это точно. Так, ну вот. И пробуем. Идеально. И теперь я знаю, что у меня вот это положение стартовое соответствует 3 мм, и достаточно мне измерять индикатором
чтобы получать нужный расточной размер под этот крошечный подшипник. Вот росточка второго отверстия завершена, подшипник подходит, и в принципе можно деталь отрезать, готово. Продолжаю тестировать свою же расточную головку. Уже опробовал на обычных отверстиях, теперь на очень небольших, подгоняя небольшие подшипники, действительно маленькие. Вот. И единственное, что я пока не могу пробовать, это обточку, когда не растачивается отверстие изнутри, а обтачивается какой-то стержень снаружи, формируется. В данном случае у меня нет реверса на двигателе и нету левого резца, чтобы можно было без реверса обтачивать. Ну, как бы пока и потребности особо нету. Тестирование продолжается.